Здравствуйте! Сегодня мы с вами отправимся на север Индии, чтобы посмотреть, как местные жители выращивают соль. Индия является третьим по величине крупнейшим производителем соли в мире, и треть ее поступает из глубины этой пустыни. Перед вами сухая, потрескавшаяся земля Little Run of Kutch. Это солончаковое болото, которое когда-то было морским дном. Сегодня это обширное пространство засушливой земли, простирающееся до Аравийского моря. В этой пустыне проживает более 6000 семей, которые занимаются искусственным выращиванием соли. Эти люди принадлежат к касте агария. Агарии – это сообщество фермеров, выращивающих соль, которые зарабатывают себе на жизнь в одной из самых суровых сред, которые только можно себе представить – на Run of Kutch. Они производят более 30% всей соли Индии. Из поколения в поколение они занимаются производством соли в этих суровых условиях. Работать и жить здесь могут только те, кто может выдержать высокие температуры. Нещадное солнце бьет по людям сверху, а пустыня излучает тепло снизу. Температура воздуха здесь может достигать 48 градусов Цельсия, а земля, на которой они работают, безумно соленая. Почти у каждого есть кожаные заболевания. Это нарывы на ногах, из-за которых невозможно ходить. И вся эта жизнь для того, чтобы заработать всего лишь $4 за тонну соли. Дальше та же самая соль уже будет продаваться по $260 за тонну в качестве поваренной соли, мыла или моющего средства. Агарии, выполняющие всю тяжелую работу, почти ничего не зарабатывают. Каста агарии долгое время подвергалась жестокому обращению, и это клеймо сохраняется до сих пор. И именно поэтому соливары, выращивающие соль, продолжают выполнять эту работу. Ведь если они не будут работать в пустыне, кто будет кормить их семьи? В последние годы правительство прилагало усилия, чтобы что-то изменить в жизни этих людей, но многие по-прежнему все еще живут в нищете. Сегодня эти бедные люди из касты агарии попали в ловушку большого бизнеса по добыче соли. Тысячи лет назад этот район был частью Аравийского моря. В давние времена тектонические плиты Саураштра и Качч пришли в движение и опустились. В результате эта часть континента превратилась в пустыню. Тем не менее, этот район все еще оставался заболоченным, так как был частью дельты реки Инд. Однако землетрясение 1819 года изменило направление реки. Из-за этого вся эта местность высохла. Но вода, которая все еще продолжает находиться под слоем ила, в 10 раз более соленая, чем морская вода. Она делает это место идеальным для выращивания соли. В давние времена соль была большой ценностью. Солью выдавали жалования чиновникам и воинам. В Древнем Риме несколько кусков этого минерала можно было обменять на раба, а в государствах Центральной Африки соль приравнивалась по весу к золоту 1 к 1. С тех пор здесь работают агарии. В сезон дождей муссоны наполняют эту территорию водой, начиная с июня. Для того, чтобы вода сошла, может потребоваться еще 4 месяца. Как только вода сходит, в дело вступают фермеры, чтобы начать сложный процесс выращивания соли. Агарии прибывают сюда каждый год в октябре, когда пустыня еще влажная. Одного из фермеров зовут Патадия Гугабхай. Он и его жена несут с собой все, что им понадобится для жизни в пустыне в течение следующих 6 месяцев, включая материалы для постройки хижин, одежду, сельскохозяйственные инструменты, а также всю еду и воду. Работа начинается с того, что фермер и его команда должны найти ключ ко всей этой операции, то есть найти солевой рассол под землей. Чтобы добраться до него, они должны выкопать колодец в почве глубиной около 9 метров. Копание колодца может занять почти неделю. Затем работники устанавливают солнечные батареи. Их приобретение субсидируется государством. Батареи будут приводить в действие насосы, подающие соленую воду на поверхность. Затем агариям необходимо построить плоские бассейны, где в результате естественного процесса испарения будут оставаться драгоценные белые кристаллы соли. Эти бассейны разделяют между собой, делая перегородки из глины. Фермеры топчут и разравнивают землю босыми ногами, чтобы гарантировать, что плотно утрамбованная почва не позволит рассолу просочиться обратно. В работе они также используют каток. Он помогает им разровнять землю и делает ее более прочной. Вручную они сделают от 10 до 20 бассейнов. Для простого человека это непосильная работа. Вообще, работа в пустыне – это не шутки. В это время все члены семьи приходят на помощь. Когда бассейны будут готовы, фермеры выпускают солевой рассол из колодцев. Вода течет между бассейнами.
Когда вода дойдет до последнего бассейна, ее соленость достигнет 24%. Это тот уровень, который необходим для образования больших кристаллов соли. Фермеры настолько искусны, что могут определить идеальную соленость воды, просто попробовав ее. На этой площади будет произведено как минимум от 300 до 400 тонн соли. В течение следующих нескольких месяцев по мере испарения воды образуются кристаллы соли. Когда соляные поля постепенно станут серебристо-белыми от сырой соли, официально начнется сезон сбора урожая. Как только образуется первый слой соли, его соскребают тяжелыми металлическими граблями, которые местные жители называют гантарами. Такие грабли стоят $22, и это слишком дорого для многих фермеров. Если им придется покупать каждый год новые грабли, то это просто разорительно для них. Поэтому фермеры сами ремонтируют грабли и используют в течение 2-3 лет. Работникам необходимо разгребать кристаллы соли каждый день в течение первых 3 месяцев. Это делается для того, чтобы мелкие кусочки соли поднимались вверх. Когда они поднимаются наверх, их размер увеличивается. Фермеры начинают разгребать соль утром в ранние часы, чтобы не попасть под палящее солнце в дневное время. Когда сформируется первая соль, ее может сгребать один человек. Фермеры, выращивающие соль, постоянно разгребают соль, и для того, чтобы получить более мелкие кристаллы, которые стоят дороже. Их складывают на стенки бассейна, чтобы собрать позже. По мере того, как соль начинает загустевать, грабли должны тянуть уже 2 или более человек. Но работать здесь может быть очень опасно. Ожидаемая продолжительность жизни фермера составляет около 60 лет. Это связано с тем, что они не только сталкиваются с экстремальными температурами, но также имеют дело с подпочвенным рассолом, который очень кислый. Контакт с рассолом из глубины пустыни создает множество проблем с кожей. Большинство соляных фермеров слишком бедны, чтобы позволить себе подходящее оборудование для своей работы. В то время как немногие счастливчики носят резиновые сапоги, большинство работает в шлепанцах, в носках или босиком. В результате соль и палящее солнце наносят большой вред их здоровью. Здесь очень распространены кожаные заболевания. Поражаются либо ноги, либо руки. После заражения раны не заживают в течение месяца. Многие агарии ослепли из-за многолетнего нахождения на ярком солнце, которое отражается от белого ландшафта. А поскольку фермеры находятся далеко от ближайшей деревни, то доступ к медицинскому обслуживанию зачастую практически невозможен. Фермер Патадия рассказывает, что его дедушка тоже разгребал соль, и со временем у него на ногах появилась небольшая инфекция. Ноги не заживали, и его отвезли в больницу. В ней он пролежал около года, но ноги не заживали. Наоборот, инфекция распространилась по всей ноге. Врачу пришлось ампутировать ногу. После операции он прожил 3 суток, а потом скончался. Но несмотря на такие тяжелые условия, агарии живут и работают здесь до весны, когда соль наконец будет готова. Урожай соли собирается трижды. Первая соль получается самого высокого качества. Она готова уже в апреле. Обычно ее собирают в пределах 1000 тонн. Соль продают перекупщикам, например, как этому торговцу Рафику Рахимхай. Он говорит, что покупает соль у агарий. За солью Рафик отправляет в пустыню грузовики. Они разгружаются на площадке. Поступившая соль загружается в бункер, после чего измельчается и промывается. После промывки соль попадает в центрифугу, которая отделяет воду от соли. Рафик нанимает 200 рабочих на своей фабрике в Тикаре, которые занимаются обработкой и упаковкой соли. Он говорит, что около 20% соли теряется в процессе ее промывки. Затем в соль добавляется йод, и все это еще раз измельчается. Ее упаковывают и продают как пищевую порошковую соль и как кристаллическую соль, из которой делают мыло, моющие средства и пищевую соду. Процесс очищения соли и делает ее гораздо более ценной. Это позволяет Рафику продавать свою продукцию по цене в 60 раз дороже заработка фермеров. Фермеры говорят, что торговцы солью часто вступают в сговор, чтобы как можно меньше платить фермерам. Например, если фермер скажет торговцу, что эта цена слишком низкая для него и ему нужно платить больше, то торговец отвечает: «Хорошо, не продавай мне свою продукцию, можешь найти кого-то другого». Затем этот человек идет к другому торговцу и говорит ему, чтобы он не покупал соль у этого фермера. Рафик отрицает свое участие в подобных практиках и говорит, что фермеры могут договариваться о своих ценах сами и могут свободно продавать свою продукцию любому торговцу.
Рафик говорит, что платит фермерам выше среднего уровня цен – от 5 до 8 долларов за тонну. Но реальность этого подтвердить невозможно. Большинство фермеров, говоря о ценах, утверждают, что рыночная цена на соль в этом сезоне составляет от 2 до 4 долларов за тонну. Фермеры говорят, что при продаже соли цену определяет торговец, и это окончательная цена, которую фермеры получают за свою соль. Это означает, что в хороший сезон семья может заработать чуть более 4000 долларов за 6 месяцев изнурительного труда. Эти деньги не могут компенсировать понесенные ими затраты, их не хватит до следующего урожая. Большая часть их крошечной прибыли съедается за счет затрат на топливо и запасные части для насосов и генераторов, качающих рассол. Поэтому в начале каждого сезона многим агариям приходится обращаться к торговцам, таким как Рафик, и просить ссуду, чтобы можно было начать работать. Взяв ссуду под будущий урожай, они попадают в порочную ловушку займов и долгов, и выйти из нее они уже не могут. Это означает, что теперь в хороший год семья сможет заработать всего около 2000 долларов за месяцы изнурительной работы. Это означает жизнь намного ниже черты бедности. Агарии никогда не контролировали соль, которую выращивали. Британские колонизаторы классифицировали касту агарий в соответствии с законом о преступных племенах 1871 года, чем фактически заклеймили всех ее членов как преступников с рождения. Но многие историки говорят о том, что на самом деле это был способ контролировать бедные племена, которые относились к низким кастам или не поддерживали колониальное правление. Закон дал полиции право следить за передвижениями агарий и арестовывать их без особых оснований. Британцы также владели этой землей, поэтому, несмотря на то, что фермерам по-прежнему разрешалось здесь работать, добытую соль британцы отправляли в Англию, где ее перерабатывали, а затем продавали обратно индийцам по высоким ценам. Фермерам, выращивающим соль, запрещалось вывозить добытую соль за пределы региона. Так как соль была дорогой, индийские женщины прятали кристаллы соли в своих юбках, а потом доставали их по мере необходимости. Многие индийцы не могли позволить себе дорогостоящую соль, даже несмотря на то, что она была основным продуктом их питания. Индийцы решили бороться против британской солевой монополии. Дошло до того, что в 1930 году Махатма Ганди организовал один из своих самых успешных актов гражданского неповиновения – 240-мильный марш «Соляной поход». Когда он переезжал из города в город, казалось, что вся Индия стоит за ним. В результате этой акции 60 тысяч протестующих были заключены в тюрьму, включая самого Ганди. Налог на соль, однако, продолжал оставаться в силе и был отменен только тогда, когда Джавахарлал Неру стал премьер-министром Временного правительства в 1946 году. С окончанием британского правления агарии были денатифицированы, означающее, что они больше не классифицировались как преступное племя. Но это клеймо на агариях продолжает сохраняться. Не имея других вариантов, они оказались в ловушке, занимаясь выращиванием соли. Вот почему производители соли все еще продолжают выполнять свою работу. Они не в силах что-либо изменить. Они все еще работают на земле, которая им не принадлежит. После ухода британцев участок Little Run of Kutch был передан правительству, которое сдало его в аренду агариям. Однако правительство в дальнейшем прекратило продление аренды. Это связано с тем, что в 1972 году большая часть территории стала охраняемым заповедником. И поэтому получается, что сегодня они производят соль незаконно. Но у правительства есть негласное соглашение с сообществом, позволяющее им продолжать заниматься сельским хозяйством на охраняемых территориях. Правительство даже предоставляет оборудование, солнечные батареи и обувь для защиты от инфекций стопы. Насосы, работающие на солнечной энергии, позволили агариям получать больше прибыли. В долгосрочной перспективе производители соли и их сторонники надеются на большее участие государства, начиная с установления минимальной цены на соль. Однако интенсивность добычи соли может иметь в дальнейшем неприятные последствия. Со временем может начать снижаться уровень грунтовых вод. Если так будет продолжаться и фермеры будут по-прежнему производить соль таким же образом, а соляные фермы будут расширяться, то возможность производить здесь соль скоро исчерпается. Это вполне может произойти лет через 20, когда грунтовые воды окончательно иссякнут. По мере того, как их собственное хозяйство истощает рассол, агарии уходят все глубже в пустыню, все дальше от устоявшихся городов и деревень.
После сбора урожая семьи упаковывают свое снаряжение и везут его обратно в деревенские поселения, окружающие Ран. Приходят муссоны и смывают солончаки, превращая пустыню в море. 4 месяца спустя агарии возвращаются и начинают все сначала. Наверное, правительство могло бы обеспечить их хотя бы минимальными удобствами и прежде всего водой. Но даже при отсутствии помощи эти люди все равно вернутся сюда в следующем сезоне. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!